За время наших экспедиций по Юйшань мы посетили большое количество производителей, разные заводы и составили полную картину о том, как производится настоящий юйшаньский чай. Наиболее ценным считается именно чай первого сбора, потому что это самые нежные такие, как раз вот первые 3 листочка. Этот чай, как правило, наименьшим образом обрабатывается какими-то защитой от вредителей и прочими удобрениями, потому что еще, собственно, самих вредителей нету. То есть чай уже вырос, а вредителей еще нету, поэтому можно собрать его, и он наиболее чистый и наиболее качественный. Существует 2 основных способа производства юйшаньских улунов: машинный дидзо-дыча и ручной, традиционный шоугун. Для ручного сбора используется небольшой серп, для машинного специальная косилка, управляемая 2 людьми, идущими по борозде между чайными кустами, в которой прикрепляется мешок, куда попадают срезанные листья. А это вот крестьяне спустили с гор корзины со свежесобранным чаем. Вот, они вот так вот, как я уже показывал, приносят в корзинах, как коромыслах. Вот, потом, соответственно, они грузят такие грузовички и везут уже на заводы для первичной обработки. Следующая стадия – это вылеживание, легкая первичная сушка, хуанган. Цель – удалить первую влагу из листа. Делается это на подносах или просто на полу цеха, в зависимости от дороговизны сырья и возможностей производства или предпочтений технологов. Традиционно вылеживание – один из самых сложных и долгих процессов. Технологически бывает организован очень по-разному, в том числе и в 2 этапа. Встряхивание, яоцин, делается для образования надломов по краю листа, чтобы получилось хуйбянь лююе, то есть красная кромка и зеленый лист. В случае машинной обработки яоцин делается в больших барабанах, движимых электромотором, в котором подается горячий воздух от горящих древесных углей, расположенных у каждого такого барабана на специальной стальной жаровне. В случае ручной обработки встряхивание делается вручную на подносах. В зависимости от технологии встряхивание может повторяться несколько раз в процессе вылеживания первичной сушки. Бывает, что комбинируются разные способы встряхивания, как ручной на подносах, так и машинный в барабанах. Прожарка, чаоньян. Традиционный способ. Используя чугунный котел в форме полукруга, встроенный в дровяную печь, нагреваемый до раскаленного состояния. Чайный мастер, руками равномерно сминая и прижимая чай к котлу, обжаривает его. Некоторые мастера работают в перчатках, некоторые голыми руками. Машинный способ. Большой стальной барабан с делениями изнутри для лучшего перемешивания и горизонтальной загрузкой, который крутится электромотором. Нагревается этот барабан, как правило, исключительно дровяными печами, даже на крупных заводах. После чаоньян прожарки идет скрутка сминания, жоуньян. Почти всегда делается на машине, ручной способ практически не применяется в настоящее время. Жоуньян нужно делать сразу же после чаоньян, пока лист не остыл. При этом процессе лист приобретает полускучную форму, которая закрепляется в финальной стадии. Финальная стадия – это сушка, хунбэй или хунпэй. Традиционно в отдельном помещении на высоте примерно 30-40 см от пола делается глиняный уступ, шириной примерно 40-50 см по всему периметру помещения. Внутри уступа делаются среднего размера выемки, куда засыпаются угли и немного присыпаются сверху пеплом, чтобы температура была не слишком высокой. Сверху ставится бамбуковая корзина, по размеру чуть более широкая, чем выемка. В корзину засыпается прошедший жоуньян чай. Процесс хунбэй длится несколько часов. После этого мы получаем практически готовый чай. Машинный хунбэй делается в специальных электрических сушильных шкафах. В зависимости от дороговизны аппарата, в таких машинах реализованы разные возможности обработки листа, некоторые из которых достаточно хорошо имитируют хунбэй на углях. Регулируется температура, вентилирование, таймер, контроль влажности и другие параметры. На крупных производствах такие машины могут занимать площадь от 20 до 100 квадратных метров, иметь куда более сложную механику и возможности управления процессом, в том числе многослойный, движущийся от малой температуры к более высокой конвейер, позволяющий сделать просушку чая постепенной и более качественной. Финальная стадия – это сортировка. Вручную, как правило, отбираются черенки, а также байе или хуанпьен, белый или желтый лист, некондиционное сырье, и некрасивый лист, так как в Китае существует культура разглядывания чайного листа, и даже если лист хороший, но некрасивый, его выбрасывают. После этого чай просеивается и идет в продажу. Вариантов машинной сортировки листа существует великое множество, и об этом стоит отдельно рассказать. Прежде всего, самое интересное – это, пожалуй, лазерные сортировщики, которые по степени прожарки сортируют лист, то есть на просвет. Потом есть машины, которые отбивают черенки, то есть, соответственно, такой вот дрожжью, да, соответственно, череночки отламываются и отделяются черенки от листа. Ну и третья, самая такая вот, наверное, практичная машина, которая заменяет сложный ручной труд, это машина, которая разделяет лист по размеру. То есть просто отделяет пыль,
У нас есть крупный лист и средний лист. Бывают разные стадии, то есть в зависимости от того, какая машина реализована, то есть либо это 4 разных, либо 5 разных, соответственно, размеров листа.